От пациентки. После установки виниров коронок 3 года назад начались боли в левом суставе и вывих. До установки никаких болей, бруксизма, стираний, щелчков не было. До этого проходило лечение на брекет-системе. Далее последовало лечение на каппы, сильное поднятие прикуса и дальнейшая установка новых коронок. После установки начался сильный гипертонус всех жевательных мышц, под языком, шейных, лицо резко за несколько недель вытянулось и стало ромбовидной формы, губы смыкались через напряжение, и я не могла расслаблять челюсть. Было ощущение, что коронки очень высокие, крупные. Мне необходимо узнать, если это возможно понять по МРТ, есть ли изменения в суставах и дисках, характерные для завышенного прикуса или дисфункции ВНЧС. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 34 лет, дата исследования. 1 ноября 2025 года, область исследования. Височно-нижнечелюстные суставы, медицинская документация не представлена. Правый ВНЧС. Положение привычной окклюзии, закрытый рот. Головка нижней челюсти заострена. Отмечается небольшой субхондральный склероз головки нижней челюсти. Соотношение костей при закрытом рте не нарушены. Межсуставный диск расположен обычно, форма его не изменена, МР-сигнал от него однородный, целость сохранена. При открывании рта головка выходит на бугорок, диск сохраняет нормальное положение и форму. Структурность волокон биламинарной зоны сохранена. Волокна верхней и нижней головок сухожилия латеральной крыловидной мышцы не изменены. В полости сустава имеется физиологическое количество синовиальной жидкости. Левый ВНЧС. Положение привычной окклюзии, закрытый рот. Головка нижней челюсти заострена, отмечается небольшой субхондральный склероз головки нижней челюсти. Соотношение костей при закрытом рте не нарушены. Межсуставный диск расположен обычно, форма его не изменена, МР-сигнал от него однородный, целость сохранена. При открывании рта головка выходит на бугорок, диск сохраняет нормальное положение и форму. Структурность волокон биламинарной зоны сохранена. Волокна верхней и нижней головок сухожилия латеральной крыловидной мышцы не изменены. В полости сустава имеется физиологическое количество синовиальной жидкости. Окружающие мягкие ткани структурно не изменены. Заключение. МР-картина двухстороннего остеоартроза правого и левого височно-нижнечелюстных суставов одних степени. МР-архив не представлен, динамику не оценить. Рекомендована консультация челюстно-лицевого хирурга. 7 января 2026 года КМН. Доцент Котов МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Любое нарушение прикуса ведет к развитию артроза височно-нижнечелюстных суставов. Изменение прикуса, зубного, обостряет все эти проблемы. У вас есть признаки артроза первой степени обоих суставов. При этом целостность менисков, связочного аппарата суставов, сохранена. Каких-то числовых измерений в этом исследовании проводить не принято, поэтому их и не пишут. Без предыдущего исследования динамику не написать. Вам нужно к челюстно-лицевому хирургу.